Здравствуйте, друзья, дорогие зрители, постоянные и новые. Знаете, есть такой оригинальный старинный способ испытать судьбу еще до того, как вы разложили и увидели карты. И сейчас я вас с этим способом познакомлю и предлагаю вам принять участие в гадании на основные 5 областей жизни. Мы задаем вопросы картам о том, что есть у всех, о том, что всем интересно. Первое, это будет рассказ про деньги, потом про карьеру, а также про здоровье, жизнь в целом и дом. Подсказки, советы карт, предсказания, предостережения. Карты расскажут, на что обратить внимание, может быть, покажут людей каких-то важных, актуальных для вас на ту или на иную тему. Карта Таро, царское Таро перед вами. Пожалуйста, настройтесь, если вам эти вопросы интересны. А сейчас деньги, карьера, здоровье, жизнь и дом. Но прежде чем гадать, нам, как всегда, нужно разделить аудиторию на несколько частей, потому что гадание с вариантами это. И я предлагаю вот таким образом разделиться. Я буду гадать каждому из вас на половине колоды. Половине колоды. То есть одна половина колоды – это первый вариант, вторая половина колоды – это второй вариант. То есть, вот таким образом у нас разделится аудитория. Так делали и делают и теперь гадалки, когда совершают и личные предсказания. Иногда отделяют половину колоды, иногда, я знаю некоторых и здесь в Болгарии, предсказательниц, которые намеренно работают только с частью колоды. Это касается обычных карт или карт Таро. То есть они выбирают определенные карты, определенные оставляют, определенные откладывают. Но об этом, может быть, будет отдельный разговор. Сегодня вам нужно только лишь решить, какую левую или правую часть колоды вы хотите выбрать. И там должны быть карты, которые расскажут вам про вашу судьбу. Еще раз тщательно перемешиваю карты для того, чтобы сделать правильное или справедливое разделение. Итак, колода целиком, примерно на 2 одинаковые части я ее разделяю, примерно. Не совсем одинаково они получились, но как получилось. Пожалуйста, включайте вашу интуицию, смотрите, насколько вам близка цифра, может быть 1 или 2, может быть у вас какие-то есть нумерологические предпочтения, 1 или 2. 2 цифры рядом стоят, но, конечно, они очень разную энергетику, очень разные значения имеют. И 1 или 2. Или можете просто посмотреть на одну или другую стопочку карт и выбрать. Ну вот, чтобы вам подсказки такие, чтобы вам было легче выбирать. Вот такие вот будут. Это знаки, ориентиры. Тоже какие-то ассоциации у вас должны быть. Это вам поможет выбрать. Ну, здесь не 1 и 2, наверное, мы будем говорить. Левая и правая. Левая стопочка удочка, правая стопочка губы. Вот такие вот. Карта для тех, кто выбрал левую стопочку карт. Итак, гадание. Деньги, карьера, здоровье, жизнь и дом. Деньги, карьера, здоровье, жизнь и дом. 5 вопросов, нам нужно 5 карт, и к ним будут еще дополнительные поясняющие карты. Так. Хорошо. Относительно спокойные карты
Ну, пока. Может быть, потом будут еще какие-то. Сначала про деньги. Я вижу, что у вас денежная карта на деньги выпадает. Вполне уместно шестерка пентаклей в ответ на вопросы о деньгах. Ну, конкретно. Карты предлагают вам с деньгами ждать. О, прекрасно! Во-первых, хорошие новости идут. На тему денег идут именно вот хорошие новости. И самое главное, знаете, такие активные. То есть это не сообщение о том, что ну вот деньги когда-то и вам нужно ждать. Нет. Здесь, поскольку это рыцари это все очень скорые карты, они описывают любые дела и проекты самой их вот такой кульминационной точки. То есть это срочность, срочные деньги, например, срочные переводы, срочные выплаты каких-то срочных вам премий, субсидий, это помощь какая-то неожиданная, тоже какая-то приходящая. Карта фигурная, поэтому описывает в том числе и человека, который поможет, может или должен вам помочь. Ну, рыцарь жезлов — это, знаете, такой деятельный, часто огненной стихии человек, достаточно молодой и очень хорошо разбирается, например, в своей профессии или просто как бы в целом в коммерческих делах, в коммерческих вопросах. Это может быть партнер по бизнесу, коллега, просто какой-то брокер, который там посредничает вам в сделке. Но самое главное, это, конечно, шестерка пентаклей. На любой вопрос о деньгах эта карта отвечает: деньги будут вот ровно столько, сколько надо. Тут уже каждый задумался, да, кому сколько надо, потому что это действительно важно от вашего запроса, от ваших аппетитов, да, и предпочтений. Как раз эти суммы зависят, поэтому, может быть, вот эта шестерка появляется всегда. Она говорит, что пришедшие в ближайшее время деньги закрывают все ваши потребности. Ну и потребности, опять же, у каждого свои. То есть кому-то для счастливой жизни достаточно будет, например, закрыть текущие там платежи, какие-то долги, ипотеки всякие разные. Вот. Ну, а кто-то и побольше чего-то с излишками просит. Шестерка пентаклей еще в любой непонятной ситуации с деньгами советует обращаться конкретно за помощью. Просите, и дано вам будет. Следующая тема у нас карьера. Ну, для большинства людей, конечно, карьера и деньги — это тесно связаны. Не для всех. Бывает карьера без денег, бывает часто деньги без карьеры. Предпочтения у всех свои. Вот снова фигурная карта масти жезлов выпадает. И в целом это король жезлов. В целом он говорит, что вот ваши карьерные дела, ваш подход к карьере, ваш рост карьерный, ваша, ну просто как бы карьерная, жизненная такая история, да, это сложный список. Все это в целом продолжается в настоящий момент. И продолжается очень активно. То есть это и совет для вас продолжать, например, я вижу, здесь есть эта пятерка, то есть вас сейчас в карьере прям многое разочаровывает. Многое разочаровывает. Ах, вот вы не дождались новую должность, хотя ждали. Может быть, вы пропустили какую-то завидную вакансию, тоже, опять же, с высоким каким-то статусом, положением, с названием должности. То есть эмоции довольно такие смешанные и плачевные. Вот видите, здесь на картиночке изображен человек, воздел руки он к небу и спрашивает там: небо, за что не даешь карьеру, ну и так далее. То есть, да, здесь какая-то есть разочарованность большая, желание опустить руки, уже бросить, куда-то идти. Но интересно, что две карты соседствуют, и вместе они говорят, несмотря на грусть, оплакивание каких-то карьерных упущенных возможностей, все равно вам нужно продолжать действовать. И карта, опять же, фигурная, поэтому присмотритесь. Какой-то очень деятельный мужчина, король жезлов. Он уже постарше, чем рыцарь, хотя карты рядом. То есть они могут одного человека для вас описывать. Например, человек, который на ваши заработки влияет, и человек, который может вас из этой какой-то карьерной рутины или неудачливости вытянуть. Тоже начальник, может быть, какой-то
учитель, партнер по бизнесу. То есть обратите внимание, опять же, король, да, это мощная, очень мужская энергия, то есть более для продвижения в карьере. Обращайте внимание на мужчин. Но и сама должность, это сама по себе карта карьерная, сама по себе должность не за горами, поэтому осталось чуть-чуть, но важно не верить собственным слезам. Далее, здоровье. Вы знаете, постоянные зрители знают, что я очень редко делаю прогнозы на здоровье общие, то есть личные, персональные, да, пожалуйста, но общие немножко считаю это где-то под вопросом, немножко неэтичным. Но здесь сделаем такое вот небольшое исключение. Если у вас есть вопросы по здоровью, это, может быть, вы спрашиваете, делать или не делать, какое-то вмешательство в здоровье, в организм, или просто прогноз вам нужен, как будете себя чувствовать после, восстанавливаться после какой-то болезни. Можете спросить здесь про течение, например, хронического заболевания, то есть спросить, в какую сторону уменьшается у вас или наоборот прогрессирует какая-то хроническая болезнь. И карты про здоровье вам рассказывают вот такие. С одной стороны, очень уместна карта сила. Она действительно, знаете, такая очень какая-то жизненная, биологическая, очень физическая, телесная. Вот правильно сказать, эта карта очень телесная. То есть она здесь не мимо, она очень всегда много говорит именно про здоровье. И да, она советует обратить внимание на состояние здоровья, даже если, кстати, вы не задавали такой вопрос, даже если вас организм не беспокоит, то все-таки сила говорит, что это такой совет, знаете, сила себя баловать, вот в физическом смысле, то есть заняться здоровьем. Это, конечно, не лечение как таковое, хорошее питание, достаточный отдых, какой-то хороший сон. То есть карта вот такая вот говорящая. Она говорит, что, может быть, тело у вас сейчас нуждается в том, чтобы за ним как-то правильно, хорошо ухаживать. И в целом, если о состоянии здоровья мы говорим, сила хорошая карта. Она говорит, есть ресурсы, есть силы, в конце концов. Да, карта называется сила. То есть силы есть для того, чтобы жить и работать, да, подвиги совершать. И немножко такая вот настроенческая вот эта вот восьмерка жезлов, да, восьмерка жезлов, она очень везучая, что ли. Хорошие новости и достаточно срочно, опять же, связаны со здоровьем, она обещает. То есть это может быть какое-то экстренное и в то же время экстремальное выздоровление, то есть вдруг, внезапно, на ровном месте, под влиянием, наверное, хороших новостей приходят силы. Вместе карты, с одной стороны, они хорошие на здоровье, потому что действительно они говорят, что вы здоровы, или вы выздоровеете, или и будете здоровы, да. А с другой стороны, меня немножко эта парочка смущает, потому что это очень горячие карты. Очень горячие, если вот над ними руку держать, да, то теоретически можно почувствовать даже, что они горячие. Жару они обе обещают во всех смыслах, поэтому не перегреться бы, да, давайте подумаем, что в то же время это какой-то совет не перегреться в любом смысле. Знаете, что в эмоциональном смысле, даже от самых положительных переживаний можно иногда и заболеть, да, жар какой-то получить. И душевный жар тоже иногда оборачивается болезнями. В общем, что-то такое жаркое, жар какой-то внезапный. Не думаю, что продолжительный или опасный, но с вами все хорошо, карта говорит, но и поберегите себя, не перерасходуйтесь слишком. Следующий вопрос у нас, жизнь в целом, такой он немножко философский, но все равно, если вы спрашиваете, как моя жизнь, как ее карта назовут, живу ли я правильно, куда я двигаюсь, чего мне искать, чего бояться в жизни, тоже про это. Пока я вижу нулевой аркан, предвестник очень-очень больших крупных перемен, даже иногда
таких немножко безумных, потому что не успели все обдумать, не успели составить точного плана. Ну, посмотрим, что тут еще будет. Большая карта, тоже очень крупная. Ну, в целом, эта парочка обещает вам перемены именно в деньгах, смену не только вот, сумм в кошельке и на счете, но смену просто в целом денежного финансового статуса. С вашей жизнью все в порядке, если вы переживаете, что там живете неправильно или чего-то не доделываете. С вашей жизнью все в порядке, а ваше нынешнее текущее беспокойство о себе связано с тем, что действительно скоро у вас жизнь очень сильно меняется. Причем здесь пополам. С одной стороны, какие-то внешние обстоятельства, общепланетарные или ваши личные внешние обстоятельства вас подталкивают к этим переменам, отправляют жизнь в дорогу. А с другой стороны, это и ваш какой-то тоже выбор. Вы решитесь вдруг на что не решались прежде, боялись, например, а теперь вот карта Шут говорит, у вас будет достаточно безумия, чтобы шагнуть в новую жизнь. Но новая жизнь ждет с распростертыми объятиями. В принципе, в основном эти перемены, да, денег именно касаются. То есть какой-то новый денежный статус. Буквально это идет, конечно, заработки, новая работа, открытие нового бизнеса, просто ваше включение в какие-то, может быть, инвестиционные проекты. Король Пентаклей – это еще и, помимо того, что это просто деньги, какой-то другой уровень денежный, но это еще и другое какое-то денежное мышление. То есть вам предстоит в скором времени оперировать другими суммами, как-то по-другому мыслить, по-другому, естественно, к деньгам относиться. Очень хорошие карты. Вы знаете, они такие практичные, они такие уверенные. И снова король. Вы видите, у вас все-таки преобладание идет, пока мы не добрались до последней этой карты, у вас идет преобладание мужских персонажей в раскладе и мужских энергий. То есть все мужчины, которые вас окружают так или иначе, потому что король Пентаклей – это тоже какой-то богатый, самостоятельный, серьезный человек. Обращайте на них внимание, они как-то содействуют переменам к лучшему. И, наконец, дом. Для дома, поскольку дом для вас, женщин, в основном, моих зрительниц, связаны с материнством, мама, бабушка чья-то. И очень уместно. Карта жрицы выпадает. Вот тут уже понятно, что это женская персона, женские дела, женские энергии. Дом. Задайте вопрос про дом. Например, что делать там с ребенком, куда его отдавать, может быть, учиться или не отдавать пока, переезжать или нет. В общем, вот все, что касается дома, недвижимости, мы вот эту всю историю рассмотрим. В целом про перемены. Никаких перемен карта не советует. То есть не нужно вам собираться и куда-то очень активно ехать, менять дом, переезжать, даже, может быть, занавески менять, ничего не надо, потому что карты довольно-таки статичные. Они говорят, а если вы уже вот очень хотите поменять дом или что-то дома, то смотрите, предостережение идет от пятерки Пентаклей, не знаю, это дефицит, это карта дефицита, то есть у вас может не хватить каких-то ресурсов, чтобы дома что-то сильно поменять. Буквально не хватает денег. Чтобы потом, позже, вот эти перемены дома были благополучны, уместные, своевременные, вам надо сейчас посидеть, подумать. Жрица, она только думает, возможно, поучиться, в смысле, освоить какую-то новую информацию, почитать еще там где-то книжки или что люди пишут. То есть вот этот вопрос, который в семейных, домашних делах вас сейчас беспокоит, требует от вас дополнительных знаний, чтобы вы получили какие-то дополнительные знания, понимаете, да? То есть это и обратиться за советом, может быть, к какой-то мудрой женщине, старшей женщине, например, какой-то старшей родственнице. И в то же время пятерочка вот это рядом очень замыкает круг.
замыкает круг, то есть она говорит, что сейчас лучше именно в домашних делах синица в руках, чем журавль в небе, например. Она не предлагает никаких рисков, она говорит, что нужно беречь силы, беречь энергию, более вот стараться, ну даже можно так сказать с этими картами, да, может быть, стараться даже больше сидеть дома, больше своей женской мудрости, даже молчания какого-то женского посвящать домашним, каким-то своим близким людям. И заниматься нужно привычными, уже известными делами, может быть, даже возвращаться к каким-то делам, прошлым домашним, которые вы прежде забросили. Спасибо. И это гадание будет для вас, если вы выбрали правую, ну или вторую, как угодно, стопочку карт. 5 вопросов, пожалуйста, подумайте об этом. Это деньги в вашей жизни, это карьера в вашей жизни, здоровье, жизнь и дом. Вот такие вот 5 вопросов, 5 областей жизни. И я достаю карты. Раз. Деньги. Хорошо. 2. Карьера. Неплохо. Здоровье. Жизнь. И дом. 5 карт. В целом, мне кажется, что карты достаточно пока благополучны. Я вижу, ну, посмотрим, какие будут дальше. В пару я достаю какие-то поясняющие карты. Итак, про деньги. Успели вы, если задать ваш вопрос, вам выпадает рыцарь кубков, а также паж кубков тоже, да, рыцарь и паж кубков. А сами по себе это неплохие карты. Фигурные, естественно, карты. Описывают они каких-то людей, часто достаточно молодых. Рыцари и пажи — это достаточно молодые люди. Но все-таки предсказания карт очень неоднозначны. Видите ли, в теории Таро считается, что кубки это масть для денег не подходящая, потому что денежные вопросы требуют все-таки гарантии постоянства, а кубки — это такая размытая, эмоциональная очень масть. Ну, то есть то ли будет, то ли не будет. Они для любви больше подходят. И в первую очередь, поскольку 2 фигурные карты, тем более одной масти, собрались, карты, обратите внимание, во всех делах денежных на новые знакомства. Вот судьба приготовила для вас в ближайшее время какое-то новое знакомство с человеком. Как минимум он будет один. Это один человек, допустим, вот паж — это момент знакомства, вот это его портрет, а в целом это совокупность его обещаний. Это человек, который несет вам как бы возможности, как бы новости. Это человек, который зовет, приглашает разбогатеть, заработать, вложить деньги, обещает подарки, да, подарить, потому что вообще вот эти люди, фигурные персоны в кубках, очень обещающие. Они добрые, они точно хорошо к вам относятся. Часто это, кстати, намек на романтику, то есть это указание на вашего романтического партнера. Смотрите, вполне возможно, что вас ждет любовное знакомство. Любовное, хотя конкретно на любовь мы в этом раскладе не гадаем. Для этого отдельное будет гадание, их много есть других на моем канале. Вот. Но тем не менее, видите, какое-то отношение, ваша финансовая жизнь как-то преобразуется через близкие связи, тесное знакомство, через очень доверительную дружбу или через любовь. Новое романтическое знакомство, которое вот сулит в том числе и денежные какие-то интересные перспективы. В то же время карты говорят, что там, где вы зарабатываете деньги, то есть на работе, ну, в вашем бизнесе, может быть, в онлайн-бизнесе в каком-то, вот это знакомство состоится. То есть какое-то, да, знакомство посредством вот денежных интересов, например. Но самое главное, плохое предупреждение какое? Вот все, что по кубкам приходит, часто не выполняется. То есть при том, что все довольно-таки хорошо,
карты обещают вам, но исполнений нет. Обещаний есть, исполнений нету. Это может быть даже портрет вашего такого прекрасного душевного начальника, который обещает, что зарплату удвоят вам. Но пока в обозримом будущем эти обещания не просто исполняются. Вот. И карты советуют вам, в общем, этим обещаниям в целом как бы не верить, по крайней мере, с ними не связывать ваши самые серьезные ожидания. Да? Если вам какие-то знакомые, это часто, кстати, покупкам люди уже знакомые вам. Например, появляются знакомые или какие-то неблизкие родственники, обещают вам высокооплачиваемую работу. Приятно все это слушать, это лестно, что вас ждут где-то и все. Но когда это исполнится, неизвестно, может быть и не исполнится вообще. Как в самом крайнем проявлении, эти карты советуют вам не верить людям, которые сейчас с вами разговаривают о ваших деньгах. И особенно, если они что-то обещают. Следующие карьерные вопросы. Для кого-то карьера – это тема очень связанная с деньгами. Да? Карьера, деньги, наверное, для большинства. Для кого-то нет. Поэтому эти темы, в общем-то, разделяются. Так, карьерные дела. Ну, в карьерных делах, знаете, с одной стороны, вот пятерка жезлов, вроде бы карьерная карта, потому что она описывает соревнование, честный бой. По пятерке жезлов вы действительно соревнуетесь с коллегами за звание лучшего работника, соревнуетесь с какими-то кандидатами на вакансию, да, где рассматривают вашу кандидатуру, еще чьи-то. Пятерка – это такой спор, это такой определенный честный, но открытый, очевидный какой-то спор, сопоставление, какой-то конкурс, часто буквально конкурс, да, некоторые должности только на конкурсной основе можно получить. И пятерка жезлов советует вам самое главное, в этот спор включиться, то есть не нужно бояться сравнения с другими людьми, вы должны отстаивать свои интересы, то есть карта такая боевая. Вы должны, впереди вас ждут разные дела карьерные, где надо себя показать, где прям нужно без ложной скромности показать, что вы лучше других, может быть, там подготовить какие-то работы специальные, показать что-то, не знаю, портфолио для кого-то это может быть там, диплом в университете, то есть вам свои карьерные права придется отстаивать. Вот. И, скорее всего, это все достаточно хорошо, потому что, знаете, после пятерки жезлов идет шестерка жезлов, триумфальная карта, которая называется победа. И если вы на уровне пятерки все правильно сделаете, то есть не побоитесь сравнения, похлопочете, поспорите, то потом вас ждет шестерочка и медные трубы, вашу честь и, в общем, победа. Вот. Плохо то, что девятка вот это здесь рядом. А эта карта очень истерическая, страхи она описывает. Напрасные абсолютно. Буквально две карты, которые описывают состояние студента перед экзаменом. Вот он экзамен, а вот эти страхи, кошмары последней ночи перед экзаменом, да, каким-то ответственным. И вы сейчас в ваших карьерных делах находитесь именно в этом состоянии. Вот так можно вас описать. Студент накануне важного экзамена. Государственный, гос издает, да? Потому что карты такое эмоциональное напряжение описывают. Если у вас конкретный вопрос по карьере, да, нет, например, повысит или нет, то карты говорят только лишь про необходимость борьбы, не показывают никакого результата. Нет здесь ответа, да, нет. Преодолейте ваши страхи, они сильные. Девятка мечей очень сильная эмоциональная карта. Она описывает, знаете, иногда какой-то интуитивный, неуправляемый, подчас даже животный страх перед довольно простыми, понятными вещами. Кто сдавал в жизни важные экзамены, знаете, что какой-то паника охватывает иногда. Вот. Если преодолеете страхи, если не побоитесь сравнений, то будет вам счастье. Скорее всего, все получится, и должность получите, и вакансию, но тут от вас очень многое зависит. Эмоции душат сильно.
Далее. Следующее — здоровье. Вопрос здоровья, вы знаете, постоянные зрители знают, что я редко касаюсь в общих гаданиях вопросов здоровья. В основном это только в личных, персональных раскладах. Подробно разбираюсь с этой темой. Но сейчас мы сделаем исключение. Вот у нас здесь серединки будут карты про ваше здоровье. Тоже задавайте вопросы, надо, не надо, будет, не будет и так далее. Про здоровье один эпизод. Довольно карты какие-то беспокойные, что ли. Ну, по сути, только совет для вас. Нет, они не разрушительные, они не сообщают, что у вас плохое здоровье там сейчас или впереди будет, нет. Но это общий совет похлопотать, позаботиться, буквально даже довольно сильно об этом, о своем здоровье вам надо. То есть вложиться вы должны, что-то делать трудное, даже страшное, пугающее. Ну, знаете, дать себе слово по утрам бегать каждое утро, да, это достаточно пугающая перспектива. В целом, все, что вы сейчас делаете с вашим здоровьем, лечитесь вы, может быть, восстановительное лечение у вас, или просто там, диета, или спорт. Все, что есть, карты рекомендуют вам продолжать, не останавливаться. Но как тут нет негативных каких-то предсказаний там, о плохом здоровье, о каких-то потерях, разрушениях, нет, так и здесь нет слишком счастливого предсказания на здоровье. Видите, все-таки восьмерка кубков у нас начинает. Это карта такая грустных прощаний называется, да, карта грустных прощаний. То есть все-таки очень многие планы ваши, связанные со здоровьем, абсолютно не сбудутся. Вот не сбудутся. Все, что вы сейчас ждете, на что сделали ставку, например, на лекарства, да, может быть, вы какое-то лекарство, или это даже пищевые добавки могут быть, там, ну, способы лечения. Вот часть не оправдает себя очень сильно. Вам придется прямо вот отказаться, распрощаться с какой-то идеей. Может быть, эта идея и избавиться от лишнего веса посредством там каких-то оригинальных средств, от лишнего веса и связанных трудностей, да, гипертонии, там чего-то еще. То есть в каком-то состоянии такой острой разочарованности на тему здоровья мы вас застаем, на тему организма. И тем не менее, ну, что-то делать надо, да. Часть ваших затей, может быть, лечения не оправдывают себя, это совершенно лишнее, напрасно. Это, кстати, восьмерка прощания иногда с конкретным человеком. Например, когда вы прощаетесь с доктором, со своим личным врачом, который долгое время, например, помогал, а сейчас вот не получается, например, и вы выбираете какого-то другого специалиста. Это тоже допустимо. В общем, нужно стараться, трудиться, прямо работать над здоровьем, если вы в этом заинтересованы, конечно. Следующая — жизнь в целом. Ну, это такой более абстрактный философский вопрос, какие-то общие советы для жизни, общая картина. Сюда можете спросить, правильно ли вы живете, что вам самое интересное и срочное можно и нужно сделать в жизни. Так, жизнь ваша. Вы знаете, жизнь ваша жизнь ваша протекает хорошо. Она абсолютно в порядке. Плюс в том, что много эмоций. Эмоции в основном положительные, потому что вы любите и любимы. Видите, она королева кубков. Любимая и любящая женщина. У вас не пустое сердце. Это большой плюс. И вот та любовь, та привязанность, во имя которой вы живете, это может быть любовь к мужчине, может быть, любовь к детям, любовь там, к домашним животным и так далее. В общем, вы очень эмоционально жизнь проживаете, понимаете, да? Это называется, вообще карта очень именно жизненная. То есть вы живете, это самое главное, да? Что-то хуже получается, что-то лучше, но вы живете, потому что у вас устанавливаются именно эмоциональные связи сейчас с людьми. Это очень важно, это очень хорошо. Поэтому ваш нынешний, текущий период какой-то вот сейчас
в жизни, его можно одним словом назвать эмоциональным. То есть, может быть, не так много получается, например, в деньгах, не так много получается пока в деньгах, не так быстро двигается карьера, как хотелось бы. Но зато как много вы чувствуете, как многому вы радуетесь, как много симпатий со стороны других людей и добрых слов. Видите, у вас кубки, даже там, где их быть не должно, на деньги и то кубки выпадают. Вот и здесь. Поэтому обращайте внимание именно на чувственную, эмоциональную сферу, цените то, что есть. А есть у вас любовь с большой буквы. Вот. И рядом 4 кубков. Она такая очень статичная карта, не советует ничего менять. Хочется, я понимаю, но не надо. Этот момент жизни, в котором вы сейчас находитесь, вам надо прочувствовать. Вам нужно именно вот интенсивно проживать эмоции, чувства, любить, наслаждаться жизнью. Карты эти вместе, кубки, да, они же очень интуитивные. Советуют прислушиваться к тайнам собственного сердца. Какие-то интуитивные догадки у вас должны быть. Кстати, вот видите, это же все люди из одной компании. Да, здесь у нас был рыцарь кубков, паж кубков, здесь королева кубков. То есть какой-то есть круг посвященных, есть людей, объединенных любовью, объединенных, связанных сердцами, да, как говорят. Ну и, наконец, дом, ваши домашние дела. Ох, какая домашняя карта на дом вам выпадает. Совет ничего, да, по поводу жизни в целом, совет ничего не менять. Во-первых, вы особо и не хотите, желания не хватит, но и не нужно, потому что вы оборвете эмоциональную связь какую-то. Если уедете, например, или что-то резко бросите, поменяете там работу или еще что-то. Так, дом. Ой, как хорошо. Дома конкретно по месту жительства вас ждут деньги. Видите, очень крупные денежные карты. Это рыцарь пентаклей, десятка пентаклей. Кстати, десятка пентаклей, видите, здесь семья изображена даже вот в этой колоде. Эта карта так и называется «Семья». Она всегда описывает благополучный дом. То есть у вас очень благополучный дом. Вот ближайшее ваше будущее – это дом полная чаша во всех смыслах. Во-первых, потому что он есть. Потому что десятка, все, что проигрывается, все сценарии по десятке пентаклей, они идут в каких-то стенах. То есть часто десятка пентаклей – это буквально квартира собственная, например, покупка квартиры, собственный дом, который наконец-то появляется. И, то есть это как здание. Вот. Иногда, например, просто земля, которую вы там в наследство получили, но на ней можно построить. Если это ваша земля, можно уже построить какой-то дом. То есть у вас очень сейчас закладывается очень хорошая база именно материальная для дома, для домашней жизни, для вот этого достатка, для, ну, в общем, и счастья. А десятка это еще и семья, то есть такое благополучие в семье очень хорошее. Отношения между родственниками, причем часто десятка, это, знаете, несколько поколений. Это не только родители и дети, это бабушки, дедушки, это по этой карте вот опять же передаются какие-то наследственные ценности, подписываются разные там дарственные, вот это и такое все. Видно, что очень благополучная, спокойная семейная жизнь. Когда спокойная семейная жизнь, знаете, есть один такой маркер. Спокойная семейная жизнь, когда члены семьи обсуждают только материальный вопрос, то есть не касаются эмоций, что кто кому должен, да, вот, и здесь только деньги, то есть это совместные радостные покупки, это просто получение в семью, включение в семейный бюджет каких-то новых денежных сумм. И разные просто практичные новости, просто практичные, практически, опять же, что тот же дом достроился, что тот же самый вашу ипотечную квартиру наконец-то застройщик сдал. То есть, ну, это фонтанирующие хорошие карты. И то, что здесь, и даже хорошо, что здесь нет вот этих вот тех же эмоциональных кубков, которые же все-таки колода не исчерпала, да, для вас, хотя тут много выпало таких карт. Потому что пусть это связано с деньгами, пусть это связано со здоровьем или жизнью в целом, да, а дома
все так хорошо, что вы о чувствах и не думаете, а думаете только вот о практичных делах, там, например, о поездке в какой-нибудь супермаркет всей семьей. Спасибо.